Друзья, всем привет! Ну что, давайте сегодня немного с вами покулинарим. И тот, кто на меня подписан, кто смотрел мои видео, хочу вам показать мой новый вид из окна. Ну и на данный момент у меня вот такой вот вид из окна. Это говорит о чем? О том, что я вернулся в деревню. Находился я в Геленджике, находился 2 месяца. Да, деревня, как говорится, она и в Африке деревня. Везде грязь, лужи. Ну ничего, как говорится, справимся. Ну что, печку я вытащил. Здесь я уже заранее подготовил себе вот такие дровишки. Здесь у меня казан на 16 литров. Друзья, ну и как вы уже поняли, мы будем готовить в казане. Вот, рецепт будет очень вкусный, так что не переключайтесь. Его также можно готовить на плите, на кухне. Даже будет гораздо легче. Вот. А сейчас идем за картошечкой. Так, спускаемся в наш деревенский подвал. Вот, смотрите, сколько банок. Ну как вам? О, компотики, вообще, смотрите, это просто кайф. Так, ну я буду брать вот такую вот розовую. Возьму несколько штук. Друзья, первым делом я подготовлю все продукты. Сейчас вот так вот. Здесь у меня мясо. Мясо свиньи, кабана. Вот на такие куски нарежу. Вот такое вот количество у меня мяса. Я, честно, даже не взвешивал, сколько здесь. Сейчас пока ее переложу кастрюлю, чтобы не мешалось. Ну что, далее я подготовлю весь картофель. Друзья, картофель я помыл. Теперь нарезаю вот на такие вот куски. Вот. Можно больше, можно меньше. Далее я приготовлю морковь. Ого, какая она. Порежу вот на такие вот большие куски. Также сюда понадобится лук. Стоять. Лук прям сюда отправлю. Ну что, с продуктами я закончил. Буду растапливать печку. Добавляю масло. Далее в него отправляю мясо. Которое мне нужно обжарить. Чтобы мясо у меня не готовилось без соли, я его немного подсолю. Пока готовится мясо, смотрите, что я вам сейчас покажу. На улице сегодня получается 7 января. Что происходит с деревьями? Выходят почки. Стоит прям тепло. Смотрите, начинают вылазить цветы. Прям какой-то катаклизм. Ну, вчера-сегодня вот прям очень жарко. Здесь у меня вот такие вот туйки. Сажал в прошлом году. Здесь у меня под коробкой находится банан. Я надеюсь, конечно, что он не пропадет. Ничего с ним не случится. Все, с мясом у меня достаточно. Я его выкладываю в кастрюлю. Друзья, вы теперь смотрите, почему на кухне будет готовить это все легче. Потому что это можно делать отдельно на сковороде. В общем, я отправляю теперь сюда картофель. Немного обжарил картофель, также его выкладываю. Таким же образом обжарил лук с морковкой. Также подсолю на этом этапе немного. Здесь у меня тоже готово. Также выкладываю. Я казан немного помыл, так как он у меня немного пригорел. Отправляем мясо. Так что, друзья, вот для такого приготовления обязательно должна быть сковорода, чтобы на сковороде все это зажаривать и кидать либо в казан, либо в кастрюлю, там куда хотите. Потому оно и легче будет готовить ее на кухне. Вот так вот. А сейчас я накрою крышкой, чтобы быстрее закипало. Мясо у меня немного прокипело. О. Далее добавляю картофель. Отправляем лук с морковкой. Также закину лаврушку. Пускай немного покипит. Сейчас пойдут помидоры. Я их немножко горелкой обжег, чтобы было повкусней. Отправляются у меня помидоры. Сюда же по вкусу выдавливаем чеснок.
как говорится, невелика премудрость. Начинаем приправлять. Все по классике. Соль, перец. Немного базилика добавлю. К сожалению, у меня нету свежей зелени. Насыплю сухую, вот петрушки. Также укропу, чтобы все это придало потрясающий вкус. Смотрите, какой запах стоит. Коты прибежали, не знают, что делать. И откуда этот запах идет? Кс-кс-кс. Че, вкусно пахнет? Бедный нюхает, не знает откуда. Да вот откуда. Я выключаю печку, пока накрою крышкой. Пускай немножко постоит, минут 10-15, потом буду пробовать. Ну что, давайте пробовать. Так вот. Друзья, это просто белиссимо. Обалденно. Насколько я знаю, рецепт называется охотничий суп. То, что вот эти все, получается, ингредиенты, они поджаристые. Друзья, ну и кому понравился такой выпуск, он у меня будет немножко подлиннее, чем обычно. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи, всем хорошего здоровья. Пока.